А теперь долгожданный рецепт фаршированного перца в деталях. Ну что, смотрим. Как помните, мы с вами использовали перец, часть которого мы использовали для омлетов перца. Кто не помнит это видео, ссылку на кето-рецепт омлет в перце добавлю к описанию к этому видео. Ох уж этот вечный вопрос, что же нам приготовить с вами на ужин. Рецепт из кето-диеты. А на самом деле кето-диета это очень вкусно. Мы будем худеть с вами вкусно, то есть мы будем именно низкоуглеводно питаться, благодаря чему наша жировая прослойка будет сгорать. То есть мы свой организм переведем в кетоз. Можете почитать в интернете об этом, или же я буду давать всю информацию в нашем открытом телеграм-канале. Итак, нам с вами понадобится лук. Как знаете, лука много не бывает. Мы его будем использовать вместе с фаршем, поэтому это даст сочность нашему рецепту. Мелко-мелко режем лук. А тем временем отправляем наши перцы в духовку. Просто запечься. Наша задача не сделать из перцев очень мягкую субстанцию, а просто немножечко их запечь. Я готовлю все на масло кхи, на топленом масле, или же на кокосовом масле. Высыпаем лук и чеснок и дальше засыпаем фарш. Фарш какой вам больше нравится? Индюшиный, свиной, говяжий. Я очень люблю индюшиный фарш и куриный. Совмещая их вместе, получается очень сочно. Добавляем томатную пасту. Обратите внимание, пожалуйста, на состав, чтобы в ее составе не было сахара. Кстати, очень многие соусы и пасты добавляют сахар для вкусовых качеств, тем самым повышая количество ненужного сахара в рационе, а мы с вами за low carb, что в переводе с английского низкие углеводы. Итак, начинка для нашего фаршированного перца. Смешаем мягкий сыр с натертым сыром. Мягкий сыр тут я использовала брянский. Подойдет любой креманте, какой купите. Зелень, одно яичко. И все это перемешиваем. Я рекомендую вам попробовать этот рецепт фаршированного перца, потому что он ни на что не похож. Мы, как вы видите, вообще не используем здесь рис. Тем не менее, рецепт получается очень сочный. Ну все, финишная прямая. Первым слоем выкладываем наш фарш вместе с томатной пастой. Кето-рецепты это всегда очень вкусно и очень просто. И самое главное, что это классно влияет на деятельность нашего мозга и стабильное настроение. Благодаря тому, что у нас нет резкого выброса инсулина, наше настроение и энергетическое состояние на протяжении всего дня остается абсолютно стабильным. Второй слой у нас будет мягкий сыр и тертый сыр вместе с яичком и зеленью. Благодаря вот такому сочетанию перец получается очень нежный. И самое главное, с низким количеством углеводов. То есть это практически безуглеводная диета. Сейчас очень популярна доставка еды домой. Очень многие работают и покупают или готовую еду в кулинарии, или заказывают что-то на дом. Но, к сожалению, мы не можем понять, что там внутри в составе той еды, которую мы заказываем для себя, своих родных и своих детей. И уж поверьте, для того, чтобы улучшить вкусовые качества продуктов, очень часто производители этой доставки еды на дом используют и глутамат натрия, который усиливает вкус, и большое количество сахара, чтобы наш мозг получал положительный сигнал, что это вкусно. Мы завершаем приготовление наших фаршированных перцев с low carb. И сейчас мы это все посыпем тертым сыром, без разницы каким, и отправим в духовку на 160 градусов всего 10 минут. Обратите внимание, что время термической обработки минимально. Это очень быстрый рецепт, который легкий в приготовлении и всегда будет классной идеей, что приготовить на ужин. Я буду очень благодарна вам за ваши комментарии, за ваши отзывы. Как получился у вас рецепт? Насколько доступно я все объясняю? Насколько доступно мы все показываем? Хотелось бы вам более длинные видео или более короткие видео. Как вам текстовое описание самого рецепта? Для нас очень важна обратная связь, потому что хочется становиться для вас лучше. Вот такая красота у нас получилась. Как вам? Приятного аппетита!